Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 22 июня. Друзья, мы что-то болеем. Да, сначала заболела Светочка, потом эстафету перенял я. В принципе, ничего страшного нет, но такие, знаете, я не знаю, какой-то вирус гуляет. Мне еще где-то несколько дней назад мой габровский друг сказал, что Дима, если ты едешь в Габрово, там ходит какой-то вирус, я не знаю, одень маску, там то все, пятое, десятое. Но болеем. Скорее всего, какие у нас симптомы, это кашель, такой тяжелый кашель, это насморк, температуры у нас нет. Чем мы лечимся? Ну, прежде всего, абсолютно никакой паники. Мы не бежим к врачам, ой, да, мы, в принципе, когда симптомы знакомы, то становится немножко легче. Как обычно, народные средства, вот, болгарский медик, натуральный, покупаем его в деревне, раз. Естественно, ну, чай с этим медом, два. Много-много жидкости. Друзья, очень много жидкости стараемся пить. Теперь, ну вот такая радость, не знаю, Терафлю сказали, что она там всем помогает, но, по крайней мере, особо... Самое главное, вот сбивать какие-то симптомы, пить побольше воды. Еще не придумали нам, Лиля показала такую штуку, что варим два яйца горячих, оборачиваем их в марлечку и прикладываем вот на гайморовые пазухи или на грудь, так прогреть немножко. Светочке помогло. Я еще не делал, потому что я не любитель вот всех вот этих способов нетрадиционной медицины. Я там чай, таблетки, израильский вот такой акамол мы всегда везем. Естественно, друзья, мы привозим с собой, у нас есть антибиотики, но нет серьезности, чтобы их принимать, потому что нет температуры. Вирус он какой? Он все равно будет длиться несколько дней, 4-5 дней, надо перетерпеть эти симптомы и спокойно выздороветь. Итак, господа, что я хотел вам рассказать, уже вошло в какую-то привычку рассказывать о каких-то вещах, каких-то новостях, которые не все знают, а мы через это проходим. Вчера мы ездили со Светочкой в Бухарест, отвозили нашу подругу, которая выезжала с железнодорожного вокзала Бухареста в город Кишинев. Поезд. Извините. Да, очень удобно. Так, ну ладно. Высморкаюсь я позже. Так, как мы проходим границу Румынии? Мы едем в Румынию на машине, машина на фирме. Румыния у нас Евросоюз, и поэтому никаких проблем с документами, с пересечением границы нет. Обычно это проходит очень быстро. Что у меня иногда просят на границе? У меня на границе иногда просят такой документ, постановление, что доверенность с моей фирмы на меня, что я имею право управлять транспортным средством. Иногда просят эту бумажку, иногда не просят, но она всегда у меня есть. В остальном проход границы, он очень простой. Мы переходим границу через пограничный переход Русе. Это Дунайский мост. Кстати, очень классно, когда едем по мосту и смотрим на эту роскошную реку Дунай. Меня от этого лично прет. Вот. Таксы. Какие налоги на проезд в Румынию? Практически никаких. Единственно, вы когда въезжаете, вы платите плату за мост. За мост мы платим плату 6 болгарских лев или 3 евро. Или вы можете платить в румынских ронах. Все. Больше никаких денег от нас не требуется. Естественно, паспорта, естественно, личные карты. Но если у вас нет личных карт, в Румынию вы тоже можете проехать абсолютно спокойно. Итак, единственная плата – это 6 левов или 3 евро такса за мост. Теперь, вы знаете, друзья, что на самом деле я заметил и что я вам рекомендую. Уже много раз ездил в Бухарест, и когда я прохожу границу в районе без 15-7 утра, в этот момент у таможенников идет пересменка. Друзья мои, а пересменка это вот знаете, со стороны, это как-то так и грустно, потому что они вообще не двигаются, и в момент с без 15-7 до где-то, в принципе, 15 минут 8 вы можете просто тупо 30 минут просто стоять и ждать и наблюдать. Не очень приятно. Это не очень приятно, потому что
не хочется ждать, хочется просто спокойно проехать. То же самое происходит и в вечерние часы в районе 7. У них тоже везде идет пересменка. В этот момент вся граница встает, все ходят вот так медленно, медленно, медленно туда и обратно, а мы стоим и ждем. Просто имейте это в виду, когда вы едете, посчитайте свое время так, чтобы не с полседьмого до 15 минут восьмого и вечером. Если вы будете ехать там в 2-3 часа, вы пройдете абсолютно нормально. Вот. Мы туда, например, проехали во сколько? Мы проехали в 3 часа пограничные посты, абсолютно нормально, абсолютно спокойно, не считая, что огромное количество тир, огромное количество контейнеровозов, дикое что-то, и это немножко тормозит движение. А вот когда мы возвращались уже, как раз в районе без 15:07, мы снова попали на эту пересменку и снова ждали. Время. Теперь, когда вы въехали в Румынию, друзья мои, вот вы въехали, вы прошли, сразу же, через где-то 20 метров есть такой киоск, в котором вы обязательно купите румынскую винетку. Прямо при въезде. Часто бывает, что этот киоск бывает закрыт. Значит, вы просто немножко проезжаете дальше, и на первой бензоколонке вы также можете купить прекрасно румынскую винетку. Она стоит на сегодняшний день 15 румынских денег, 15 румынских лей. Курс болгарского лева к румынским ронам леям — это 10 румынских лей приравнивается к 4 левам. Ну, 3,93. Вот так. Курс, в принципе, стабильный. Просто имейте в виду расчет лея к болгарскому леву 0,4. Если это 100 румынских лей, значит это 40 болгарских лев. Математика простая, просто считайте. Извините. Теперь не меняйте деньги на болгарской стороне. И тоже не меняйте деньги в этом киоске, потому что курс там будет драконовский. Лучше, если вы уже доехали до Бухареста, этих обменников в Бухаресте очень и очень много, меняйте просто на месте там, и вы поймаете хороший курс. Что еще сказать про сам Бухарест? Ребята, движение аут. Вот движение — это аут. Если в Болгарии мы привыкли так спокойно ездить, никто никого не подрезает особо, мало машин, то в Бухаресте, ребята, все выезжают. Все спешат. Ну, я только где-то на третий раз привык нормально ездить. Езжу там. Там принцип вождения, ну, ребят, очень простой. Кто наглее, тот и прав. Вот так. Вот вам никто не даст перестроиться. Поэтому просто включите, так сказать, будьте немножко наглее на дороге. Не наглее в плане хамства или еще чего-то. Просто более самоуверенно ведите себя. Если вам нужно повернуть, поворачивайте. Конечно, указатели, конечно, поворотники. Движение тяжелое. Сразу скажу, в городе движение в час пик тяжелое. Потому что есть места, где много полос. Навигатор вас ведет. Вы не все понимаете. И поэтому, ну, водитель неопытный, он немножко может стушеваться. Я, как опытный водитель, там, такие кренделя выписывал. Ну, в общем-то, стараемся не нарушать правила, но иногда приходится. Опять же, соблюдайте скоростной режим. Полиции в городе, ну, ее так не особо много, не так, как в Болгарии, там полиции на дорогах. Не знаю. Но, по крайней мере, движение непростое. Имейте это в виду. Что можно купить в Румынии? Что можно привезти из Румынии? Ну, ребят, в Румынии замечательные колбасные изделия. Потому что все-таки, и чем это привлекательно, там сало, копченое, соленое. В Румынии разрешено продажа мяса и колбасных изделий на прилавках, на рынках. Это разрешено. Если в Болгарии запрещено это, то в Румынии вы на рынке можете купить свежее мясо. Его огромное количество, цены, ну, цены на свинину, я вам скажу, практически приблизительно такие же, как и в Болгарии. В некоторой ситуации даже чуть пониже. По поводу говядины, ну, та же самая история. По поводу баранины я не знаю, я там не покупал.
Колбасы. Колбасы замечательные. Тоже цены в принципе, как и в Болгарии. Большой разницы нет. Но чем привлекательно, тем, что у них просто их колбасные изделия, они практически не содержат никаких приправ. Вот абсолютный стандарт, к чему мы привыкли. Там не кладут какие-то много-много специй, там не кладут чубрицу. Вот, честно сказать, мне не очень, я не до сих пор, мы не со Светочкой не привыкли вот к этой приправе чубрица или чубрица. Меня очень много с ударением поправляют. Друзья, извините, в общем-то, на русском языке говорю хорошо, на болгарском еще с ударениями плохо. Ничего, и к этому привыкнем. Поэтому везем оттуда колбаску. Колбаску, сало, копченые изделия. Супермаркеты в Румынии такие же, как в Болгарии. Тот же Kaufland, тот же Lidl. Цены, смотря на что. Опять же, заходя там в супермаркет, я в некотором роде удивляюсь, почему это дешевле, а почему это дороже. Но это уже другая абсолютная история, поэтому, в общем-то, это не тур. Поездка в Румынию — это не какой-то тур за колбасой или за салом. Едем по пути, заезжаем, покупаем. Нет, ничего не покупаем. Вот. Дорога нормальная, как я и сказал. Вот те мелочи по границе. И не забудьте винетку. Да, очень неприятная попалась. Вот как раз я ждал пересменку. Подъезжаю к окну, где румынская. Не таможня сначала. Она говорит, покажите винетку. Ну, показываю винетку, пожалуйста. Вот. Я въехал с утра, купил винетку за 15 рон. Это 15 умножить на 0,4. Это то же самое 6 болгарских лев винетка. Значит, проезд в Румынию, мост туда, мост сюда и винетка. Винетка дается на неделю. Нет однодневной винетки. На неделю вы платите 6 болгарских лев за одну неделю. Держите квитанцию, не выбрасывайте. Извините, насморк. Вот. Вот такие мелочи я вам рассказал. Значит, самое главное, это не попадайте вот в этот коридор пересменок 7 утра, 7 вечера. Рассчитайте немножко время, чтобы не ждать лишнее время. Ну, сегодня, друзья мои, исторический еще день. Я сижу и жду, когда наш дорогой, многоуважаемый человек, который, я не озвучиваю имя по термопомпе, он обещал сегодня приехать и это закончить. Его 7 дней уже закончились давно, но сегодня последняя проверка. Так что либо он ставит, либо мы начинаем судебные, в общем-то, варианты. Друзья, самое главное, будьте здоровы. Хубав день. Шейлихам йом наим. Хаварим шели. And have a nice day, my friends. Чао-чао. Здоровья вам, ребятки, здоровья.